Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видеоуроке я вам предлагаю связать вот такую салфетку для сервировки стола, либо подставку под горячее. Именно эта модель у меня получилась 27 сантиметров в диаметре, вязал я ее крючком 3 миллиметра. Точно такую же я вязал крючком номер 4 миллиметра, она у меня получилась где-то около 30-31 сантиметров в диаметре. Очень простая, но тем не менее интересная и красивая модель. Ну что ж, поехали вязать. Еще такой момент забыл сказать. У меня многие спрашивают, что за пряжа, что за нить, из чего я вяжу. Я живу не в России, и я даже не могу сказать, есть ли что-то похожее в России. Но это просто вот такая хлопковая плотная нить. Она как веревочка, даже не знаю, как ее назвать. Состоит она вот там из нескольких сплетений. Я думаю, здесь 6 ниточек. Вот. И вот в таких бобинах она здесь продается. Есть разные. Есть по 600 грамм, по килограмму, даже по 3 килограмма огромные бобины вот такой пряжи. И разной толщины. Это стопроцентный хлопок. Вот из таких. В основном я вяжу вот такие подставки под горячее. У меня есть такие же, пользуюсь я ими уже больше года, и ничего с ними не случается. Великолепно они мне служат, скажем так. Стирать только периодически, и в принципе весь уход. Итак, для начала работы нужно сделать кольцо амигуруми, и в это кольцо нам нужно провязать 12 столбиков с одним накидом. Для этого берем нить, оборачиваем вокруг пальца, придерживаем, вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую, вытягиваем, вот у нас образовывается петелька, чуть-чуть поворачиваем, цепляем рабочую нить и в эту петлю вытаскиваем нить, вытаскиваем пальцы. Вот получилось наше кольцо амигуруми. Далее одна воздушная петля подъема, вот у нас в итоге получилось 2, это столбик с одним накидом. Далее в это кольцо нам нужно провязать еще 11 столбиков с одним накидом. Итак, провязываем 11 столбиков с одним накидом. В итоге вместе с этими петлями подъема у нас должно получиться 12. Итак, провязали 12 столбиков с одним накидом. 1 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее вот этот хвостик мы затягиваем. Вот у нас получилось кольцо. Этот хвостик, вот у меня рабочая нить длинная, и этот хвостик я кладу сверху рабочей нити, чтобы его сейчас заправить. Итак, и вот во вторую воздушную петлю подъема, вот у нас уже второй столбик, вот во вторую воздушную петлю подъема я соединяюсь соединительным столбиком. И все, получается, вот наша нить, мы ее как бы закрепили. Теперь я эту нить короткую обратно сюда поворачиваю и уже буду ввязывать в работу. В этом ряду, во втором, нам нужно провязать по 2 столбика с одним накидом в каждый столбик. То есть, если у нас было 12, здесь уже 24, понятно. Итак, 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид на крючок. Столбик с одним накидом, сюда же, в этот же столбик. 2 столбика с одним накидом в следующий столбик. И так далее нужно провязать до конца ряда. В каждый столбик по 2 столбика
с одним накидом. Получается 24 столбика. Итак, провязали второй ряд до конца. Вот я выполнил по 2 столбика, 12 групп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 столбика. Вот эта петля, из которой у нас выходили воздушные петли подъема, и между последними столбиками получается такое пространство. Чтобы его избежать, ну, в этом ряду мы уже соединимся просто как обычно, а в следующем ряду я вам сейчас покажу, как начать, чтобы потом этого не было. Так, соединяемся во вторую воздушную петлю подъема. Все, выполнили второй ряд. Вот, как бы видите, здесь пространство такое. Чтобы такого не было, в этом ряду у нас, если в предыдущем у нас была прибавка в каждый столбик, в этом ряду мы будем чередовать. Столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. Итак, делаем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Но, по сути, это должен быть первый столбик. Мы эти 2 воздушные петли вообще не считаем за столбик. Продолжаем вязать. В конце ряда я вам сейчас покажу, вы все поймете. В следующий столбик 2 столбика. То есть прибавка. Дальше столбик 1. Дальше прибавка. Столбик, прибавка. И так вяжете до конца ряда. Вот сейчас сделали столбик, дальше прибавка. Вяжете до конца ряда, когда подойдем к этому месту, я вернусь и вам объясню. Итак, вот я довязал третий ряд до конца. Вот теперь объясняю. У нас был первый столбик, вот они воздушные петли. Дальше прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. И так по кругу. Если у нас был первый столбик, значит перед ним должна быть прибавка. Вот в последнюю петлю мы и сделали эту прибавку. Но здесь у нас опять дырка образуется. Чтобы этой дырки не было, я вам сразу вначале сказал, вы вот этот столбик, точнее 2 воздушные петли подъема, как первый столбик, мы их вообще не считаем за столбик. Просто подняли ряд. Все. Так как у нас должен быть здесь столбик с одним накидом, вяжем еще один столбик с накидом прямо в эти воздушные петли подъема. Точнее, откуда они выходят в эту петлю. То есть вот эти воздушные петли подъема мы этим столбиком как бы прикроем сейчас и соединимся уже в первый столбик прибавки, а не в воздушные петли подъема. Все, здесь вообще теперь никакой дырки нет. То есть воздушные петли мы за столбик не считали. Мы этот столбик компенсировали в конце. То есть мы провязали его в начале, но не посчитали, и провязали его в конце, в эту же петлю, откуда выходили воздушные петли подъема. Все. Теперь приступаем 1, 2, 3 к 4-му ряду. В этом ряду у нас прибавки, в предыдущем было столбик, прибавка, столбик, прибавка. В этом 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка. Итак, 2 воздушные петли подъема, которые мы за столбик не считаем. В следующий столбик прибавка. Затем 2 столбика одиночные по одному. 2 столбика. Прибавка. Теперь 2 столбика. Опять прибавка. И так чередуем. 2 столбика, прибавка.
конце я вернусь и опять вам снова покажу. Я довязал 4-й ряд до конца. В этом ряду у нас 2 столбика прибавка было. 2 столбика прибавка. Завершаем мы прибавкой. После прибавки у нас идет 2 столбика. Но один столбик у нас уже есть, воздушные петли подъема. Получается, нам нужно добавить еще один столбик. И вот у меня как раз осталась одна петля. Я в нее провязываю столбик с одним накидом. И вот у меня получается мой раппорт. Прибавка, прибавка. И между ними 2 столбика. Все правильно. Но если мы так оставим, у нас будет вот эта дырка. Но мы делаем вид, что наших воздушных петель нет. И в ту петлю, откуда выходят воздушные петли, мы провязываем столбик с одним накидом. Наш второй, который нам нужен между прибавками. 2 столбика. И просто эти воздушные петли, они будут как бы прижаты сзади вообще этого столбика. И не будет видно этой дырки. И соединяемся не в воздушные петли, а просто в следующий уже столбик. Таким образом, вот у нас получилось прибавка, прибавка и вот эти 2 столбика. Ну и здесь вот между там чуть-чуть видно воздушные петли подъема, но зато у нас нет дырки. Вот таким образом завершили 4-й ряд. 5-й ряд. 2 воздушные петли подъема как столбик с одним накидом. 1 воздушная петля как арка. Накид на крючок, столбик с одним накидом в следующий столбик. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом в следующий столбик. 1 воздушная петля. И так далее вяжем до конца ряда. Столбик с одним накидом в каждый столбик. И между столбиками по 1 воздушной петле. Вяжем так до конца ряда. Провязали 5-й ряд до конца, выполнили последний столбик с накидом в последний столбик, 1 воздушная петля и соединяемся уже во 2 воздушную петлю подъема. Вот так у нас должно получаться. Далее приступаем к следующему ряду. Следующий ряд точно такой же. 2 воздушные петли подъема как столбик с одним накидом, 1 воздушная петля как арка. Столбик с одним накидом в следующий столбик с одним накидом предыдущего ряда. 1 воздушная петля, столбик с накидом в следующий столбик, воздушная петля, столбик в следующий столбик. И так далее вяжем до конца ряда. Столбик с одним накидом в каждый столбик предыдущего ряда. И между столбиками по 1 воздушной петле. И также в конце ряда соединяемся во 2 воздушную петлю подъема. Итак, провязали ряд до конца, выполнили последнюю воздушную петлю и соединяемся во 2 воздушную петлю подъема. Приступаем к следующему ряду. 2 воздушные петли подъема как первый столбик с одним накидом. 2 воздушные петли как арка. Столбик с одним накидом в следующий столбик. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом в следующий столбик. То есть в этом ряду у нас все то же самое, только теперь не 1 воздушная петля между столбиками, а 2. И так далее вяжем до конца ряда. Столбик с одним накидом в каждый столбик и между ними по 2 воздушные петли. Итак, мы провязали 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 7-й ряд у нас был столбики и 2 воздушные петли. Теперь провязываем 8 и 9 ряд точно так же, как и 7. То есть 2 воздушные петли подъема как столбик с одним накидом, 2 воздушные петли как арка, столбик с одним накидом в следующий столбик, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом в следующий столбик, 2 воздушные петли. И так вяжем еще 2 ряда.
То есть этот и еще один. И соединяемся все время во вторую воздушную петлю подъема. Получается у нас 1, 2, 3, 4. Это мы делали прибавки, просто у нас здесь без воздушных петель. 5, 6 ряд 1 воздушная петля. 7, 8, 9 будет по 2 воздушные петли между столбиками. Вот сейчас 8 и еще 9. Вот так же вяжем по 2 воздушные петли. Когда будем вязать 10, 11 и 12 ряд, я вернусь и все покажу. Итак, я провязал 9 рядов. 1, 2, 3, 4. 5, 6 по 1 воздушной петле. 7, 8, 9 по 2 воздушные петли между столбиками с одним накидом. Приступаем к 10 ряду. 10 и 11 ряд вяжем практически точно так же. 2 воздушные петли, как первый столбик с одним накидом. И только теперь у нас 3 воздушные петли. Далее опять 3 воздушные петли и столбик с одним накидом в следующий столбик. И так далее вяжем до конца ряда и еще один ряд. Получается у нас этот 10 и следующий 11 будут одинаковые. Столбики с одним накидом и между столбиками по 3 воздушные петли. Итак, я провязал 10 и 11 ряды, столбики и между ними по 3 воздушные петли. Приступаем к 12 ряду. Соединительный столбик в арку, 2 воздушные петли, как первый столбик с одним накидом, 3 столбика с одним накидом, не завершенные, в эту же арку. 1 накид на крючок, 2 и 3. Получается 4 столбика. И все эти 4 столбика провязываем вместе. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 4 столбика с общей вершиной в следующую арку. 1, 2, 3, 4. Делаем им общую вершину. Опять 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И так далее. Продолжаем вязать до конца ряда. В каждую арку вяжем 4 столбика с одним накидом с общей вершиной. И между группами из таких столбиков у нас 4 воздушные петли. В конце ряда также делаем последнюю арку 4 воздушных петель и соединяемся в вершину этих 4 столбиков. Итак, провязали ряд до конца, выполнили последние 4 воздушные петли. И теперь в вершину первых 4 столбиков соединяемся соединительной петлей. Далее приступаем к следующему ряду. Это ряд заключительный. Вы его, в принципе, можете делать любым способом, который вам нравится. Я же буду просто... Вот так я показываю. Соединительная петля в следующую арку, 1 воздушная петля подъема. 4 столбика без накида в эту же арку. Один, два, три, 4. Затем 4 столбика без накида в следующую арку. И так далее до конца ряда. В каждую арку я буду вязать по 4 столбика без накида. Меня это, в принципе, устраивает. Вы же можете делать, например, вот так. 2 столбика без накида, пико из 3 воздушных петель. И 2 столбика без накида сюда же, в эту же арку.
Вот таким способом можете делать, и вот так будет в каждой у вас. Можете делать что-то наподобие лепестков. Сделаете, например, полустолбик с накидом, затем, например, 3 столбика с одним, нет, пусть будет 4 столбика с одним накидом и полустолбик с одним накидом. Далее опять у вас пойдет полустолбик. Можете сделать вот такие лепесточки. Можете сделать острые лепесточки. То есть полустолбик, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, опять 2 столбика с накидом и полустолбик. И опять у вас там пойдет полустолбик в следующую арку. Вот, то есть у вас будут вот такие острые окончания, обвязка. Можете делать любым способом. Я буду делать вот так. Просто 4 столбика без накида. И на этом, в принципе, все. Далее так провяжете ряд до конца, как вам будет угодно. И в первый столбик просто соединяйте соединительной петлей, обрезайте нить, прячьте хвостики там сзади. И все, работа завершена.